Ты куда? Ты... Ой! Погнать! Свинья, мне контужены. Гриша, у меня же нервная система. В Малиновке все ждут устав от перестрела гражданской войны, свадьбы пастуха Андрейки с Яринкой, но банда атамана Грициана нападает на чудную деревню. Испуганная невеста убегает в лес, где засели красные, ждущие случая ударить по белым. Яринка взывает о помощи, и командир отряда разрабатывает план освобождения наших. Для этого Яринка должна придуриться и сыграть свадьбу с атаманом. А пока гости пили-пели, красноармейцы показали всю свою сметку и смелость. В оперете не каждый сыграет и спляшет, а те артисты еще как умели. Показывай карманчики. В 1967 году состоялась премьера культовой советской музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» режиссера Андрея Тутышкина. Большинство артистов, которые были задействованы в съемках картины, к сожалению, уже покинули этот мир. Умершие актеры фильма «Свадьба в Малиновке» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Третий правый ездовой, разворот налево, батарея к бою, трубка 15, прицел 120, батарея огонь, бац, бац, и мимо. Больше 50 лет прошло с тех пор, как музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» вышла на экраны советского кинематографа. Удивительно, но этот фильм продолжают смотреть и до сих пор. А уж о том, что цитаты из него повторяют и сейчас, знают все. Да и трудно не влюбиться в столь колоритных персонажей картины. Особенно поражает местность, в которой снимался фильм, природа тех мест. Да и массовка в фильме выглядит вполне естественно. И это неудивительно, поскольку людей для нее искать не пришлось. Весть о том, что в селе снимают фильм, разлетелась по округе, и каждый был рад стать почти актером кино. Особенно понравилось это местным ребятишкам. Ах ты разбойник, ах ты бандит, это все мое. Все твое. А я не люди. Убери ножичек. Заколю. Убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь. Ну. В 1999 году ушел из жизни знаменитый советский и российский актер Владимир Самойлов. В этот день он находился на репетиции роли короля Лира из одноименной трагедии Уильяма Шекспира. У Владимира Яковлевича случился сердечный приступ. Жена артиста, Надежда Федоровна, скончалась в этот же год. У супругов остался сын, Александр Самойлов, который пошел по стопам отца. На счету Владимира Яковлевича более 100 работ в кино. Среди них «Тени исчезают в полдень», «Сибириада» и «Отцы и дети». Помимо этого артист также играл в театре, участвовал в телеспектаклях и занимался озвучиванием фильмов. Список умерших актеров «Свадьбы в Малиновке» пополнил советский и российский артист Евгений Лебедев, сыгравший малиновского старосту деда Нечипора. Незадолго до смерти он перенес инсульт с потерей речи, но сумел восстановиться, заново научившись ходить и говорить. Не стало Евгения Алексеевича в 1997 году. Обстоятельства его кончины не разглашались. Артист дважды был женат и воспитывал двоих детей, дочь Ирину и сына Алексея, который стал кинорежиссером. Евгений Лебедев много играл в театре и снимался в кино. В числе его работ такие проекты, как «Преступление и наказание», «Приключения желтого чемоданчика» и «Жизнь прекрасна». Жену Нечипора Гарлину Дермидонтовну сыграла актриса Зоя Федорова. В 1981 году знаменитость была убита в собственной квартире выстрелом в затылок. Дело ее смерти так и осталось нераскрытым. Предполагалось, что Зоя Алексеевна была связана с так называемой бриллиантовой мафией, а также то, что убийство было организовано КГБ. У артистки осталась дочь Виктория, которая пошла по стопам матери. Свою творческую карьеру Зоя Федоровна начала в 1932 году с картины «Встречный», но при монтаже ее роль вырезали. Позднее в фильмографии звезды появились такие ленты, как «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу» и «Операция И» и другие приключения Шурика. Знаменитый советский актер Михаил Пуговкин в картине сыграл артиллериста Яшку, который возвращался из австрийского плена. Артист являлся участником Великой Отечественной войны, где получил ранение, и ему едва не ампутировали ногу. Ушел из жизни Михаил Иванович в 2008 году. Причиной смерти послужило обострение сахарного диабета. Пуговкин трижды был женат и воспитывал единственную дочь. В 1940-м Михаил Иванович начал сниматься в кино и только в 2004-м завершил карьеру. За это время в его фильмографии появилось более 100 проектов, среди которых «Корабли штурмуют бастионы», «Верные друзья» и «Девчата».
Роль атамана бандитов Грициана Таврического досталась советскому актеру Григорию Абрикосову. Свою творческую карьеру артист начал в 1956 году. У него на счету было более 30 проектов и менее 20 ролей в театре. В числе фильмов, в которых принял участие Григорий Андреевич, «Человек родился», «Таланты и поклонники» и «Великие голодранцы». Абрикосов умер в 1993 году, причины его смерти не сообщались. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с родителями. В 1996 к нему присоединилась и жена, театральная актриса Марина Кузнецова. Актер фильма «Свадьба в Малиновке» Николай Сличенко исполнил роль красного конника и помощника Назара Думы Бессарабца. Советский и российский артист ушел из жизни в 2021 году. За месяц до кончины он был госпитализирован в больницу, где у него обнаружили проблемы с легкими. Лечение не дало положительного результата, но диагноз COVID-19 ему не ставили. Николай Алексеевич дважды был женат и вырастил 4 детей. В театре Сличенко сыграл более 60 ролей, а также снялся в 4 картинах. Помимо «Свадьбы в Малиновке» он участвовал в проектах Олега Дундич, «Трудное счастье» и «В дождь и в солнце». Возлюбленную Яшки Комариху сыграла знаменитая актриса Тамара Носова. Она снималась во многих культовых фильмах, но последние годы жизни осталась одна в нищете. Артистке приходилось питаться в столовых для бездомных, а копеечной пенсии не хватало даже заплатить за квартиру. Когда в начале марта 2007 года у звезды случился инсульт, ее нашли дома только спустя несколько дней. Тамару Макаровну отправили в больницу, где она и скончалась. Причиной смерти стали хроническая ишемия головного мозга. Носова снималась в таких картинах, как «Молодая гвардия», «Карнавальная ночь» и «Женитьба Бальзаминова». Актера Михаила Водянова, который сыграл адъютанта Грициана Пандопола, не стало в 1987 году. Артист скончался в результате сердечного приступа. У Михаила Григорьевича осталась жена, с которой он прожил в браке более 35 лет. Женщина тяжело переживала утрату мужа. Она сама ушла из жизни в 1999 году, ненадолго пережив любимого. В их семье детей так и не появилось. Водяной не мог похвастаться обширной фильмографией, так как больше всего ему нравилась игра в театре. Среди проектов, в которых участвовал Михаил Григорьевич, «Эскадра уходит на запад», «12 стульев» и «Вольный ветер». Советский актер Алексей Смирнов, который получил широкую известность благодаря комедийным ролям в картине Андрея Тутышкина, сыграл бандита Сметану. На его счету более 70 проектов, среди которых «Полосатый рейс», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» и «Айболит 66». Поговаривали, что, узнав о смерти своего друга Леонида Быкова, Алексей Макарович ушел в запой. В апреле 1979 года актера госпитализировали в больницу, где у него диагностировали атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, одышку, недостаток кровообращения и жидкость в легких. Смирнов ушел из жизни в мае того же года, в день выписки из больницы. Советская и украинская актриса фильма «Свадьбы в Малиновке» Маргарита Криницына сыграла роль бандитки Рыжей. Ее не стало в 2005 году. Подробности смерти актрисы не разглашались. Маргарита Васильевна активно снималась в кино. На ее счету более 50 лент. В их числе «За двумя зайцами», «Бум-бараш» и «Рожденная революцией». У Криницыной осталась дочь Алла Сурина, которая стала сценаристом и режиссером. Лирический фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» вышел на экраны в 1984 году, но даже спустя десятилетия после премьеры остается любимым у нескольких поколений кинолюбителей. В основу сюжета легла одноименная пьеса, которую ранее написал сам режиссер. Картина рассказывает историю семьи Кузякиных, глава которой решил уйти от жены и детей, повстречав на курорте новую любовь. Многих киноартистов, снимавшихся в легендарной трагикомедии, к сожалению, уже нет в живых. Актеры фильма «Любовь и голуби», которые ушли из жизни, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Роль Нади, жены Василия Кузякина, в ленте Владимира Меньшова сыграла актриса Нина Дорошина. Эта работа в кино принесла исполнительнице популярности «Народную любовь». Снималась Нина Михайловна в таких картинах, как «Неповторимая весна», «По семейным обстоятельствам». Также артистка получила известность благодаря театральным работам. С 1959-го служила в театре «Современник». В ее творческой биографии десятки запоминающихся, ярких и разноплановых ролей. Состояние здоровья знаменитости ухудшилось в 2017 году. Ухаживали за ней соседи и знакомые, так как близких родственников у актрисы не осталось. Нина Михайловна умерла в Москве у себя дома в апреле 2018 года. Причиной смерти 83-летней народной артистки стал сердечный приступ.
В роли сотрудницы отдела кадров Раисы Захаровны, закрутившей роман с Василием Кузякиным, снялась Людмила Гурченко. Исполнительница дебютировала в кино в 1956 году. Выступала она на сцене театров. Людмила Марковна получила известность также как певица и режиссер. Ее считали выдающейся актрисой 20 века благодаря многогранному музыкально-артистическому таланту. Популярность и народную любовь Гурченко принесли съемках в таких фильмах, как «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпа», «Вокзал для двоих». Всего в списке творческих работ знаменитости более 150 ролей в кино. Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла в марте 2011 года. За месяц до этого она неудачно упала и сломала бедро, после чего перенесла операцию. Состояние здоровья исполнительницы вскоре ухудшилось. Ей поставили диагноз сердечная недостаточность. На момент смерти Людмиле Марковне было 75 лет. Продолжает список ушедших из жизни актеров фильма «Любовь и голуби» Сергей Юрский. В картине он появился в роли соседа семьи Кузякиных, дяди Мити, который не упускал возможности выпить спиртного втайне от старой супруги. Сергей Юрьевич снимался в таких фильмах, как «Республика Шкит», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя». Фильмография артиста насчитывает более 150 проектов. Исполнитель также был знаменит как режиссер и сценарист, занимался озвучиванием и дубляжом на телевидении. Состояние здоровья артиста ухудшилось в последние годы жизни. Ему был поставлен диагноз сахарный диабет. Перед смертью он почувствовал себя плохо. Дочь вызвала скорую помощь. Однако спасти Юрского медики не успели. Сергей Юрьевич ушел из жизни в Москве в феврале 2019 года, когда ему было 83 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Сына Кузякиных Леньку сыграл молодой исполнитель Игорь Лях. Эта работа стала его дебютной в кино и принесла актеру популярность. Его творческая карьера стартовала на театральной сцене в начале 80-х. Зрителям запомнились такие картины с его участием, как «Жил-был Шишлов», «Тариф новогодний», «Елки 3». Также Лях был известен как педагог. 18 лет он преподавал основы актерского мастерства студентам Щепкинского училища. Игорь Владимирович внезапно скончался у себя дома в Москве в июне 2018 года. СМИ сообщали, что причиной смерти 55-летнего артиста стала остановка. Режиссер Владимир Меньшов тоже снялся в своем фильме, сыграв небольшую роль ведущего кадрили. Любопытно, что этот персонаж не был указан в титрах ленты. Владимир Валентинович был известен не только как актер и режиссер. Он писал сценарии, занимался продюсированием и преподавательской деятельностью, был ведущим на телевидении. В числе его режиссерских работ отмечены ленты «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Зависть богов» и другие. Помнят зрители также его роли в фильмах «Сказ про то, как царь Петр араба женил», «Где находится Нафилет», «Ширли-мырли». Режиссер и актер фильма «Любовь и голуби» умер в июле 2021 года. Сердце кинознаменитости остановилось на 82-м году жизни. Причиной смерти Владимира Меньшова стали последствия коронавирусной инфекции. За несколько дней до этого знаменитость госпитализировали с диагнозом COVID-19. У актера осталась супруга Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова и двое внуков. Фантастическая комедия «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая впервые вышла на экраны в 1973 году. Даже спустя десятилетия после премьеры фильм не теряет статус культового и остается любимым у нескольких поколений кинолюбителей, а цитаты из него до сих пор живут в народе. К сожалению, многих звезд кино того времени, снявшихся в ленте, больше нет с нами. Умершие актеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Образ кинорежиссера Карпа Якина в комедии воплотил актер Михаил Пуговкин. Свою творческую карьеру артист начал в 16 лет, войдя во вспомогательный состав театра на Стретенке, где прослужил 3 года, с 1939 по 1941. Дебют в кино состоялся в 1941, когда Пуговкин снялся в эпизоде фильма «Дело Артамоновых», но после этого артист сразу же отправился на фронт добровольцем. Началась Отечественная война. С военной службы Пуговкин был комиссован после серьезного ранения, едва не оставившего его инвалидом. Зрители помнят роли Михаила Ивановича по его театральным работам и ролях в таких картинах, как «Свадьба в Малиновке», «Верные друзья», «Спортлото 82». Сниматься в кино артист перестал в годы перестройки. В 90-х актер уехал в Крым, а в 1999-м вернулся в столицу России. Умер Пуговкин дома в возрасте 85 лет в июле 2008 года. Причиной смерти стал сахарный диабет.
числе умерших актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию» оказался и Юрий Яковлев, который снялся в ленте сразу в двух главных ролях. Актера помнят в образе управляющего дома Бунши и царя Ивана Васильевича Грозного. Дебют исполнителя в кино состоялся в 1953 году, и за годы карьеры Яковлев сыграл больше 100 разноплановых ролей, став одним из самых популярных артистов в СССР. В числе его творческих работ роли в фильмах «Гусарская баллада», «Кин-дза-дза», «Любовь земная» и многих других. Также Юрий Васильевич играл на театральной сцене и занимался озвучиванием героев фильмов и мультфильмов. Актер ушел из жизни, когда ему было 85 лет, в ноябре 2013 года в Москве. В причинах смерти указывается отек легких и сердечный приступ. В роли вора-рецидивиста Жоржа Милославского в ленте снимался Леонид Куравлев. Дебют артиста в кино состоялся еще в студенчестве, в 1958 году. На экране Куравлев играл характерных персонажей. Зрители помнят его героев в лентах «Золотой теленок», «Мимино», «Афоня» и других. Всего на счету знаменитости более 200 ролей в кино. Леонида Вячеславовича не стало на 86-м году жизни. Умер артист в январе 2022 года после госпитализации с диагнозом вирусная пневмония. Причиной смерти стала остановка сердца. Инженера Шурика, изобретателя машины времени, сыграл актер Александр Демьяненко. Эта роль принесла артисту популярность. Он снимался в этом образе и в других комедиях Гайдая. В числе прочих ярких актерских работ исполнителя фильмы «Угрюм река», «Последние дни Помпеи», «Зеленый фургон». Первую роль в кино Демьяненко сыграл в картине «Ветер», вышедшей на экраны в 1958 году. Популярность пришла не сразу, но со временем зрители стали его узнавать, а приглашения на съемки поступали все чаще. Исполнитель также много работал в театре и на телевидении, занимался озвучиванием мультипликационных персонажей и дублировал героев зарубежных картин, пробовал снимать фильмы самостоятельно. Умер Александр Сергеевич в августе 1999 на 63-м году жизни. Артисту поставили диагноз коронарная болезнь сердца. Была запланирована операция, но Демьяненко до нее не дожил. Причиной смерти знаменитости стал отек легких. Продолжает список умерших актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Савелий Крамаров, сыгравший дьяка Феофана. Профессиональную карьеру Савелий начал, отправив несколько писем в разные киностудии и получив от одной из них ответ с приглашением на съемки. В начале 1970-х Крамаров добился успеха в кинематографе и стал одним из самых популярных комедийных киноартистов того времени. Его обаятельные и смешные персонажи запоминались зрителям, а появление актера на экране сразу вызывало улыбку. На счету исполнителя роли в таких фильмах, как «Неуловимые мстители», «12 стульев», «Джентльмены удачи». Всего Савелий Викторович снялся в более чем 70 фильмах. Сердце знаменитости остановилось в июне 1995 года, когда ему было 60 лет. Причиной смерти стал инсульт. Жену Бунши, Ульяну Андреевну, в комедии Гайдая сыграла актриса Наталья Крачковская. Связать свою жизнь с кинематографом Наталья решила, несмотря на проблемы со здоровьем и запреты врачей, поначалу играя в массовке и эпизодических ролях. Ее карьера в кино продолжалась больше 50-летий. За эти годы Крачковская снялась в 90 фильмах, играя характерных женщин. Публика запомнила Наталью Леонидовну по ролям в картинах «12 стульев», «Не может быть», «Покровские ворота». Продолжала сниматься Наталья Крачковская и в 90-х. Здоровье артистки стало ухудшаться после инсульта, случившегося в 2009 году. Появились проблемы с сердцем, была проведена операция. Ушла из жизни Крачковская от инфаркта миокарда весной 2016 года в возрасте 77 лет. Среди ушедших из жизни актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию» оказалась и Наталья Кустинская, которая запомнилась по роли любовницы режиссера Якина. Исполнительница начала творческую карьеру на сцене театра, а первую роль в кино исполнила в 1959 году. Играла Кустинская в таких лентах, как «Годы девичьи», «3+2», «Весенняя сказка». Последние годы жизни актрисы нельзя назвать счастливыми. Переломным моментом стал развод с мужем, после которого наладить личную жизнь уже не получилось. После неудачного падения с лестницы она не могла больше появляться на экране. Молодость закончилась, слава и народная любовь осталась позади. Появились проблемы со здоровьем. Еще одним ударом стала смерть сына. После падения в 2012 году знаменитость уже не вставала с постели. Скончалась Наталья Николаевна в возрасте 74 лет в декабре 2012 после того, как впала в кому и была госпитализирована в реанимацию с диагнозом пневмония, перенеся в этом состоянии инсульт. В
роли зубного врача Шпака, в чью квартиру пробрался Жорж Милославский, снимался Владимир Этуш. О карьере актера или режиссера парень мечтал со школьной скамьи и поступил в театральный, но в 19 лет отправился на фронт добровольцем. После войны завершил обучение и начал играть в театре, вскоре став одним из ведущих актеров. На театральной сцене Этуш играл персонажей комедийных и возрастных, а всего в театре он прослужил больше 70 лет. Сниматься в кино артист начал в 1953 году. Запомнились кинолюбителям его остро характерные герои в комедиях Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» и «12 стульев». Великолепно играл Владимир Абрамович в киносказках «Приключения Буратино», «Ослиная шкура» и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Всего в фильмографии актера насчитывается больше 85 работ. Этуш не дожил 2 месяца до своего 97-го года дня рождения. Он умер в больнице, куда его госпитализировали накануне. Причина смерти и диагноз в СМИ не уточнялись. Завершает подборку актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которые ушли из жизни, Сергей Филиппов. Ему досталась роль шведского посла. Популярность к артисту пришла после съемок в фильмах «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь», «12 стульев». Нередко Сергею Филиппову приходилось играть персонажей хитрых, глупых и неотесанных. Его часто ассоциировали с такими героями. Однако в любом образе артист выглядел интересно и гармонично. Жизнь знаменитости оборвалась весной 1990 года, когда ему было 77 лет. Последние годы артист провел в одиночестве и бедности, борясь со смертельной болезнью. Причиной смерти стал рак, а тело Филиппова обнаружили только через 2 недели после того, как его не стало. Советский детский фильм «Гости из будущего» режиссера Павла Арсенова вышла на экраны в 1985 году. Сюжет фантастической ленты, основанной на повести писателя Кира Булычева, рассказывает о знакомстве советских школьников с Алисой Селезневой, прибывшей из будущего. Героя фильма ожидало сражение с космическими пиратами, путешествие во времени и другие захватывающие приключения. К сожалению, многих из тех, кто участвовал в создании проекта, больше нет в живых. Список актеров фильма «Гости из будущего», которые ушли из жизни, смотрите в этом видео, не переключайтесь. В роли Коли Герасимова снимался Алексей Фомкин. Советский киноартист также стал известен благодаря участию в съемках в юмористическом киножурнале «Ералаш». Алексей с раннего школьного возраста занимался в театральной студии, а в 1982 году его показали в прямом эфире на центральном телевидении. Фомкин вместе с другими пионерами читал стихи и пел песни после публичного доклада Леонида Брежнева. В 1982 году парень участвовал в конкурсе чтецов, и его заметил помощник режиссера фильма «Чучело». Алексея пригласили на кинопробы, но роль тогда досталась другому артисту. После съемок в картине Павла Арсенова Алексей сыграл еще несколько ролей в кино, а затем отправился служить в армию. Ему продолжали поступать приглашения от режиссеров, однако принять их парень не мог. Так и завершилась его карьера в кинематографе. После армии актер работал маляром и мельником, переехал жить во Владимирскую область и женился. Алексей Фомкин погиб в возрасте 26 лет во Владимире при трагических обстоятельствах в феврале 1996 года. Находясь в гостях, мужчина не смог выбраться из горящей квартиры и задохнулся дымом. Актер фильма «Гости из будущего» Вячеслав Невинный запомнился зрителям по ролям космического пирата Весельчака У и сотрудника космопорта Вячеслава Михайловича. Эта работа сделала артиста популярным и узнаваемым, однако этот факт скорее раздражал его, чем дарил положительные эмоции. Еще в школьные годы будущая кинозвезда стала интересоваться творчеством, участвуя в спектаклях и постановках. Получив среднее образование, Вячеслав работал в Тульском театре юного зрителя. Позднее поступил в школу-студию МХАТ и стал выступать на театральной сцене. Первую роль на экране Невинный сыграл в 1957 году. Запомнились кинолюбителям его герои в лентах «Берегись автомобиля», «Не может быть», «За спичками» и других. Актер также работал над озвучиванием мультфильмов, участвовал в аудиопостановках на радио. Умер актер в мае 2009 года в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал диагноз сахарный диабет и сопутствующая болезнь. Предложение сыграть космического пирата-крыса и сотрудника космопорта Михаила Ивановича получил актер Михаил Кононов. В 1963 году он стал выпускником Щепинского училища, позже работал в Академическом малом театре и на киностудии имени Максима Горького. Дебют Кононова в кинематографе состоялся у режиссера Ивана Пырьева в 1961 году. Кинолюбителям запомнились роли артиста в лентах «Начальник Чукотки», «Большая перемена», «Финист», «Ясный сокол» и других. Его персонажи удивительным образом
образом сочетали в характере комические и драматические черты, а сам исполнитель считал себя трагикомическим актером. В 1990-х Михаил Иванович практически перестал сниматься, негативно отзываясь о состоянии современного кинематографа. Артист переехал в Московскую область и занялся строительством дома. В последние годы жизни состояние здоровья Кононова ухудшилось, он стал инвалидом второй группы. С диагнозом пневмонии его госпитализировали летом 2007 года, но медики не смогли спасти знаменитость. Актер скончался на 68-м году жизни от сердечной недостаточности и тромбоэмболии. Роль врача Алика Борисовича в картине получил Георгий Бурков. Его творческая карьера началась в 1960-х на театральной сцене. Он был известен в таких городах, как Пермь, Березники и Кемерово. Сниматься в кино исполнитель начал в 1966-м, дебютировав в главной роли в ленте «Хмырь». Всего за годы работы в кино Бурков сыграл больше 110 ролей. В его фильмографии стоит отметить такие ленты, как «Старики-разбойники», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман». Актер фильма «Гости из будущего» Георгий Бурков неожиданно ушел из жизни летом 1990-го, когда ему было 57 лет. Планируя сняться в роли президента в картине Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», артист получил сложный перелом ноги. Была успешно проведена операция, но спустя 2 дня после этого сердце знаменитости остановилось навсегда. Причиной смерти названа закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Роль преподавателя физкультуры Эдуарда Александровича по прозвищу Илья Муромец досталась Вячеславу Баранову. Дебют исполнителя в кино состоялся еще в юности, когда он, будучи школьником, снялся в ленте «Тимур и его команда», ставшая экранизацией одноименного произведения Аркадия Гайдара. В 1979 году Баранов стал выпускником ВГИКа, много снимался в кинематографе. Запомнились поклонникам его роли в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Будулая», «Транзит для дьявола», «Ранетки». Однако после распада Советского Союза перестал быть востребованным артистом и стал больше заниматься дублированием и озвучиванием на телевидении. В числе его знаменитых работ озвучивание персонажей Джеки Чана и Джима Керри в нескольких кинофильмах. Также его голосом разговаривает Голум в трилогии «Властелин колец», доктор Эммет Док Браун из ленты «Назад в будущее» и Барт Симпсон из популярного мультфильма. Умер Вячеслав Васильевич в июне 2012 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти знаменитости стала смертельная болезнь. Медики диагностировали у него рак почки. Эпизодическую роль разговорчивой старушки на лавочке сыграла актриса Мария Скворцова. Творческую карьеру исполнительница начала на театральной сцене, где стала известна как мастер эпизодических ролей. В московском ТЮЗе Царицына Скворцова проработала с 1945 по 1979 год. Играла как небольшие, так и главные роли – Золушку, Красную Шапочку, Бабу-Ягу и других персонажей. В кино артистка дебютировала в 62 года, сыграв маму Любы в картине «Калина красная». Эта работа принесла Марии Савельевне успех и народную любовь. Последнюю роль Скворцова сыграла в 1995 году, а всего в ее фильмографии больше 60 картин. Актриса фильма «Гости из будущего» ушла из жизни в декабре 2000 года в возрасте 89 лет. Причины и обстоятельства трагедии в СМИ не уточнялись.